Всем привет! Вы на канале «Шить для себя. Это удобно». И я очередной раз для себя шила вот такую вещь. Отгадайте, что это? Это косметичка. Вот такая оригинальная косметичка. Посмотрите. Ей пользуются именно вот в таком состоянии. Можно вот так отогнуть, и она может стоять у вас. И пользуйтесь, пожалуйста. Закрывается очень легко и просто. Складывается все вовнутрь. В сумку можно помещать в вертикальном положении. Вот такая чудесная косметичка. Если она вам понравилась так же, как и мне, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, приступаем к пошиву косметички. Эту косметичку я нашла на просторах интернета, но там, к сожалению, не было размеров, пришлось придумывать сама. И, конечно, фактуру тоже я придумала сама, и идею, конечно, подчеркнула. С чего начнем? Начнем не с самой выкройки, это я вам расскажу. Из чего я делала заготовку? Посмотрите, такой мастер-класс уже есть у меня на канале. Красное чудо-косметичка. Можете посмотреть, как это делается. Я просто напомню. Для такого эффекта я использовала пленку. Она продается на метраж. Вот такая пленка, номер 3, жидкое стекло. Покупала на рынке, но она продается в масс-маркетах на метраж. Там в отделе посуды, насколько я видела. У меня номер 3. Вот такая. Ее будет достаточно, есть и потолще. Потолще стелят на стол, как скатерть, а вот эта, она все-таки тонковатая для скатерти. Теперь, что нам понадобится? Нам понадобятся остатки ткани. У меня что-то в виде катона тонкого джинса, вот остатки. Нам понадобятся также остатки, вот непосредственно это футер. И для того, чтобы декорировать, я просто нанесла строчки. Обязательно все детали нужно дублировать. У меня бумажный флизелин. Вот. Чаще всего я использую либо черный, либо белый. Вот такой. Это нам понадобится. Для того, чтобы получился такой сэндвич, я укладываю сначала обычный лоскутик, ненужный вам, потом 3 слоя поролона тонкого, вот, и потом укладываю дублированный катон, либо джинс, либо любая ткань, которая у вас есть в остатках. Вот. И сверху укладываю любой декор. В данном случае это вырезки из ткани и потом шнурок проложенный. Все. А потом пленочка. Затем с помощью малярного скотча наношу линии, первую линию, и строчу на машинке на ширину лапки. У меня расстояние между строчками 1 сантиметр. Я повторяюсь, вы всегда сможете посмотреть этот мастер-класс у меня на канале. Теперь поговорим о выкройке. Из этого кусочка я сделаю выкройку, как захочу. Останутся остатки, использую еще для чего-нибудь. Моя выкройка такова: 25 на 23. И чтобы получился вот этот полукруг, я от угла отступила 5 сантиметров. Все, я укладываю, нахожу интересный мне рисунок и вырезаю. Для самой косметички понадобится еще подкладка. Как я уже сказала, она из футера с настрочками. Вы можете использовать любую. И еще понадобится косая бейка, любая подходящая по цвету. Я буду использовать вот такой полулен. Ширина моих полосок по 5,5 сантиметра, сложенные пополам. Вот так. Теперь понадобится еще внутренняя часть у косметички, и ее размер таков. Вся выкройка 17 сантиметров, нет, 17,5. Вот. И она делится на две части. Делится на 7
и вот здесь 10,5. Все выкройки уже с припусками на шов где-то 0,7. Вот, и она со сгибом, то есть получается вот такая. Вот так. Значит, и искругление от угла 3,5. И в принципе все. Больше никаких здесь замечаний нет. Вот здесь она поуже немножечко, то есть вот такой полукруг. Но опять же, это все очень индивидуально. Для чего она, я вам покажу, когда вырежу все детали. И понадобится молния. В моем случае 40 сантиметров. Но если она будет 43-44, это будет лучше. И маленький кусочек необходим будет для того, чтобы было красивое окончание молнии. Вот и все. Потребуется на подкладку еще полоска ткани, длина ее 38 сантиметров уже со швами. Вот, и она нужна для того, чтобы на подкладке вот здесь сделать ячейки для косметики. Вот, ширина ее 6 сантиметров. Мы ее изнутри обрабатываем, выворачиваем на лицо и будем по определенной схеме, схему я еще раз покажу, настрачивать на участок на расстоянии 9 сантиметров от края. Начинаем мы с заготовки вот этой полоски и настрачивания полоски на подкладку. Полоску ткани я заготавливаю следующим образом. Вырезаю ее, складываю пополам, дублирую изнутри в каким-либо флизелином и обтачиваю швом 0,7. Затем полоску нужно будет вывернуть и впоследствии настрочить на подкладку. Не забывайте вырезать уголки и все утолщения. Теперь складываем ее пополам таким образом, чтобы с одной стороны, там где не стачено, выходил 1 сантиметр. Я думаю, это понятно. Теперь середину укладываем на середину заготовки и настрачиваем сверху. Вы можете использовать любой способ, но я всегда начинаю с середины, так мне удобней. Затем беру схему и смотрю, какие расстояния должны быть между ячейками. От середины у меня 2 раза по 1,5, а потом по 3. Откладываю в сторону 3 сантиметра и складываю до отметки 1,5. Прокладываю строчку с закрепками. Следующий участок будет аналогичный. Опять складываем на отметку 1,5, то есть 2 раза больше, чем 1,5. Откладываем 3 и сворачиваем на отметку. Даем строчку по полоске. Следим за тем, чтобы планка была параллельно намеченной линии. Закрепку ставим как в начале строчки, так и в конце. Эти ячейки для карандаша, а следующие ячейки для туши. Я вам предлагаю в данный момент сложить остаток пополам, загнуть край и настрочить таким же способом, как и первые. Складываем, выпускаем 1 сантиметр для загиба, находим нужный размер и настрачиваем.
И теперь край. Край я настрачиваю по верху, по наметке, аналогичным способом. Закрепка в начале и в конце. Еще делаю дополнительную строчку буквой П, для того, чтобы не отпоролась. Все. Аналогично сделаю с Теперь другой берем стороны. заготовку основную, складываем изнанкой вовнутрь и соединяем по краю. Просто обычной строчкой. Как удобно строчить. Если машинка хорошо скользит, то можно и по верху. Но в любом случае на крупном стежке, видите, у меня не строчит. Надо перевернуть, и значит по клеенке. Вот так. И мы по клеенке аккуратно соединяем по всему периметру на крупном стежке. Разворачиваемся. Вот так. То же самое делаем с деталью, которая длина 17 сантиметров. Не забывайте ее тоже продублировать, чтобы она была такая, ну, не жесткая, но в то же время форму держала. И по краю даем стабилизирующую строчку, скрепляющую строчку. Находим середину здесь. Здесь я отметила 7 сантиметров. Посмотрим, как они у нас совпадут или не совпадут. И теперь нам нужно взять вот нижнюю часть, поделить ее пополам и уложить снизу уложить середину вот полукруга. Смотрите, вот так это должно выглядеть. И теперь можете сметать, можно сразу притачать. Нам нужно притачать это на лицо. Укладываем и начинаем потихоньку притачивать. От середины. Если у вас скользит, вернее прилипает пленка, то сюда просто нужно проложить бумагу. Аккуратно, на ширину шва где-то не больше 0,7. В одну сторону мы делаем. На лицо. Вот у меня четко совпадает рассечка, ту, которую я ставила. Не дострачиваем где-то 1 сантиметр до конца. Вот что получается. И теперь нужно аналогично соединить и другую сторону. Точно так же. Тут тоже у нас есть рассечка с другой стороны. Мы ее укладываем на край и начинаем строчить где-то сантиметр от края. Так будет удобней. Соединяем. Вот что у меня получилось на лицо. И вот теперь, потому что мы не дострочили, нам удобно завернуть уголок вот здесь и притачать вот от этой рассечки до конца внутреннюю часть. Вот так. То есть теперь мы переворачиваем и можем дострочить. Когда
удостоверились, что все хорошо, теперь можно дострочить. Те, кто уверен в своих силах, что у них сразу все получится, можете сразу притачивать вот таким образом до угла, потом разворачиваете и строчите дальше. Я по этой выкройке шью первый раз, так как делала сама. Вот теперь аккуратно разворачиваю в сторону и дострачиваю до конца. Выкройка получилась точная. Вот что у меня получилось. Этот край будет обрабатываться косой бейкой. И теперь поворачиваю точно так же здесь. Вот. Но начинаю строчить с этой стороны. Выравниваю, чтобы от угла все было ровно. Точно так же, как и здесь. Смотрите, выравниваю. Можно поставить себе здесь рассечку, уложить от нее. Вот моя рассечка. Теперь я укладываю от нее и уже притачиваю с другой стороны. Аккуратно. Переходя вот в этот угол. Все, здесь разворачиваем. И закрепляем. Вот что у нас получается. И теперь, на мой взгляд, не самое простое, это нужно притачать молнию. Легче всего сначала молнию приметать. Вот эти уголочки заворачиваем вовнутрь, укладываем на уголок. И если не хотите заворачивать, можно немножко выпустить их. Они в любом случае здесь будут обрабатываться косой бейкой. Но тогда их нужно будет отрезать. Укладываем и притачиваем где-то на 0,7 молнию. Вот так. У меня разъемная молния. И вот так приметываем до середины. А на вот этом участке будет пришиваться кусочек, за который мы будем держать при застегивании. Сначала с одной стороны, а потом то же самое мы делаем с другой стороны. Все симметрично. Обязательно симметрично, чтобы молнию не перекосило. Приметываем. Я, конечно же, не приметываю, строчу сразу, но вы не берите с меня пример. Вот. И уложив ширину шва где-то 0,7, я притачиваю по краю. На округлых участках можно молнию немножко рассечь. Сейчас будем смотреть, как она будет ложиться. Пока укладывается. Немножко липнет у меня пленка. Вот. И здесь у меня есть середина. Чуть-чуть подтягивайте. Доходим до середины. Если будет чуть длиннее молния, будет лучше. Вот что у меня получилось. Вот. С этой стороны все будет обработано косой бейкой. И то же самое с этой стороны. То же самое. Но для этого нужно расстегнуть молнию. Уложить ровно точно так же, как и здесь. И притачать аналогичным способом. Но уже, наверное, с этой стороны будет удобней. Эту сторону мне удобнее пристрачивать по лицу. И вот можно расстегнуть, уложить
и попытаться попасть в эту же самую строчку как можно ближе. Вот в итоге что получается. Теперь на этом этапе нужно все это вернуть назад. Вот. Застегнуть. Вот. И вот этот кусочек обработать, как я всегда обрабатываю краешки. Пришиваю сюда. Можно вот так свернуть, как вам удобно. Вручную, либо на машинке. Но здесь уплотнение, мне будет сложно под машинкой вам показывать. Я уже покажу результат. Кусочек согнутый пополам, завернутый вовнутрь и обстроченный вокруг. Хочу рассказать о некотором нюансе, который нужно соблюсти. Смотрите, когда молнию будете пришивать от середины сантиметр-полтора сюда и сюда, не дострачивайте молнию. И кусочек будем пришивать в самом конце. Теперь нужно расстегнуть полностью молнию. Полностью расстегнуть. Нам же нужно здесь обработать косой бейкой вокруг. И это позволит нам обработать аккуратно, а так будет необработанный край. И вот на данном этапе нужно теперь вокруг все обработать косой бейкой. Теперь берем косую бейку, я отступаю сантиметра 3, начинаю я, ну вот отсюда приблизительно, но отступите, потому что я между собой буду косую бейку изнутри соединять. И вот на ширину лапки 0,7, так, чтобы перекрыть вот эту строчку, я буду в двойном сложении пришивать косую бейку. Доходим до уголка. Теперь аккуратно сворачиваем ее вот так под прямым углом. И продолжаем вокруг пришивать. Старайтесь перекрывать строчку. Самое сложное место это вот здесь на изгибе, на полукруге. Самое сложное место. Во всех остальных местах будет легко. И вот так я пришиваю. Помните, что вот здесь строчку желательно перекрыть, тогда будет чистенько. И я так продолжаю вокруг пришивать косую бейку. Такой щепетильный момент, смотрите, на вот этом участке, там, где у нас молния, нужно аккуратно загнуть, вот так. И теперь сверху уложить косую бейку и продолжить строчить. Вот так, чтобы было все аккуратненько. И продолжаем на вот этом участке. Проходим середину. Здесь тоже заворачиваем аккуратно. И вот так аккуратно пришиваем. Опять же, кто не умеет, приметывает. Вот. И я подхожу к месту стыковки. Теперь нужно до места стыковки перекрыть вот ровно где-то на сантиметр. Вот так. Теперь нужно остановиться. Сейчас я дострочу еще чуть-чуть. Вот так. Теперь нужно развернуть эти два участка и соединить их между собой. Вот так. Дать строчку изнутри. Шов соединила. Теперь его нужно разложить аккуратно пальчиками и сложить пополам, так как он и планируется. Вот, сложили. И теперь укладываем на вот этот участок и заканчиваем строчку.
Возвращаемся в строчку. Вот смотрите, у меня немножко еще слабина. Значит, можно еще немножечко, еще где-то на 0,3 изнутри ушить. Косую бейку пришили. И теперь нам нужно ее сначала приметать, вот так обогнуть, и с лица приметать, красиво оформляя уголочки. Вот так наискосок приметываем, а потом даем строчку поверху. И все. Я вручную приметала косую бейку. Вот так это выглядит. И теперь на крупном стежке попытаюсь ее пристрочить. Поменяла нитки на черные. На утолщениях очень осторожно. Почему строчу с лица? Чтобы строчка была красивая с лица. И вот так аккуратненько по всему периметру прокладываю строчку. Не спешите. Так, ну вроде бы неплохо все получается. Я продолжаю за камерой. Косую бейку я пришила. Вот так это выглядит. Смотрите. Косметичка почти готова. Остался вот этот кусочек. Я взяла ту же самую косую бейку. Притачала ее. Вот так с изнанки. Завернула краешки. Теперь отгибаю. И теперь, скорее всего, вручную. Нужно подогнуть один раз и подогнуть второй раз. И проложить строчку. Если получится. Если не получится, то вручную. Либо клеем заклеить. Итак, косметичка наша готова. Она выглядит следующим образом. Слегка напоминает мне ракушечку, ну или пенал для карандашей. Закрываем. Очень удобная хваталка, как я ее называю, для закрывания молний. И теперь будем рассматривать ее поближе и проводить испытания. Внутри находятся ячейки для хранения косметики. И вы можете по своему желанию размещать любой вид, заправляя в ячейки карандаши, тушь, кисточку. Сюда также можно поставить мицеллярную воду, правда не очень большого размера. При размещении сюда флакона с большим размером косметичка не будет закрываться. Рассчитывайте свои силы, и не нужно возить уж большие флакончики с собой. Вот такой будет достаточно. Косметичка легко закрывается, легко переносится в сумки, располагается вертикально, это всегда удобно. На мой взгляд, очень неплохая косметичка получилась. Кому понравилась информация, была полезной, ставьте пальчики вверх и обязательно шейте. У вас все получится, я точно знаю.